Сейчас мы дождемся Людмилу. Люда, мы начали, мы в прямом эфире уже. Пока только первый прямой эфир. И у нас, приготовьтесь, сегодня темка, всем темкам темка. Такая, которая, хотя я говорю, вот у кого не спрашиваю, что бы вы хотели услышать, если бы вас пригласили на конференцию по здоровью, да, я вам говорила уже, что каждый говорит свои боли. Ой, я бы хотела услышать про суставы, ой, а я бы хотела услышать про сосуды, а я бы вот про давление. И вы знаете, что вот из нескольких человек, кого я опросила, первым был, ну потом там уже говорят, ну еще вот пандемия, но очень многие даже долго молчат. И знаете, что я поняла? Что боятся, знаете, как боятся произносить имя не Бога, скажем так, вот, да, не буду говорить, какое имя, точно так же боятся произносить вот это слово пандемии, там, корона или ковид, там, или что-то такое. Просто боятся этого слова самого. И когда начинают говорить, говорят о том, что о чем угодно, о своих каких-то хронических проблемах, о том, что болит, и уже только потом, и когда ты говоришь, ну, а вот как вы защищаетесь от вируса, ну, и немножко теряются люди, они говорят, ну, а как тут защитишься, ну, как бы, ну, вот что будет, то и будет. Вот такие вот ответы я слышала, интересные. И это, конечно, признак такой, наверное, стрессовый, такой стрессодепрессивный уже. Вот как-то так, да? Игорь, скажите, когда мы уже там появимся во всех соцсетях? Да, сейчас что-то на Ютубе не идет трансляция. Так, сейчас, подождите, лишние звуки убираю. Лишние звуки убираем все. Так, если кошка не заорет, то будет тихо. Или не придет сюда в гости ко мне. Ну вот. Света, эфир. Ага. Да нет, уже это было один секунд. Я не поняла. Обрежут. Все, идет эфир. Ага. Давай. Ну что, дорогие мои, дорогие друзья, сейчас будут пока присоединяться. Добрый вечер. Ну, во-первых, добрый вечер всем, кто присутствует у нас в Зуме. У нас сегодня город Тамбов, Жанетта Карганова, город Липецк, Татьяна Панарина, город Воронеж, Валентина Иванова, город Москва, Шатохина Ирина, пока только вот те, которые... Ну и Игорь Черноусов, наш технический директор, наша техническая поддержка, наш технический бог, который сейчас нас стримит по всем соцсетям, а мы пока пытаемся заполнить эту паузу. Ну, извините, как получается. И сегодня у нас будет темка, всем темкам темка. То есть тема, о которой говорят последний почти уже год, потому что впервые начали говорить об этом как раз в январе. Ну так мы еще не замечали, мы думали, что это, ну, где-то там в Китае, где-то что-то там происходит. Уже в конце января вовсю я уже в Екатеринбурге видела китайцев в масках. И так удивлялась, думаю, что это такое, что это может быть. Тема будет о вирусе. И раскроет нам эту тему профессиональный, абсолютно профессиональный человек, который в этом понимает, наверное, очень много, ну уж точно больше всех нас здесь вместе взятых. Хотя мы все уже смотрим интернет, мы смотрим, что это такое, мы пытаемся разобраться во всем этом. И тем не менее, все-таки об этом говорить должен профессиональный. Тема – это вирус. Мы будем говорить просто, что такое вирус, ну и, конечно, как от него защититься. Что нужно делать, какие профилактические меры, ну и прочее. Все то, о чем. Да? А самое важное, почему мы хотим об этом поговорить, потому что особенность, насколько я поняла, ну, Людмила меня, наверное, исправит, как я поняла, что вирус ищет,
как противобактерии, наверное, ищет слабое место, то есть какие-то хронические заболевания, какое-то слабое место в организме и поражает именно это. У кого-то он садится на почки, у кого-то где-то вообще ухо. Я слышала, врач такой из Смоленска говорила, дама такая, у кого-то сосуды, то есть у кого что. Ну и, конечно же, легкие. Там это как бы определенная направленность, может быть, самая такая легкая для вируса. И поэтому нам важно понимать разницу между бактериями и вирусами, вообще, что такое вирус, как от него защититься, и вообще, возможно ли это, вот еще какой вопрос. И я думаю, сегодня будет много хороших новостей. Мы будем и много рецептов и инструкций, что именно с этим делать. Потому что вы уже хорошо знаете, Людмила Бублиева, профессиональный фармацевт, я считаю, человек с абсолютно научным складом ума, потому что если ее просишь маленькую темку, коротенькую сделать, то это всегда очень глубоко. И поверьте, если это будет коротко, это ее героические усилия, как вот сократить эту тему для того, чтобы мы с вами тоже поняли. Итак, представляю с удовольствием вам Людмилу Бублиеву. Хорошего вечера, расслабьтесь, сядьте поудобнее. Ну, а мы будем слушать, и если что-то нам будет непонятно, будем задавать вопросы. Надеюсь, что термины, которые она будет употреблять, если они нам непонятны, сразу спрашивайте, сразу. Не бойтесь, мы их не обязаны знать. Людмила Бублиева, пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Всем добрый вечер. Я не ошибусь, если скажу, что действительно тема очень актуальная. Многие о ней, если даже не говорят, то в любом случае, я думаю, думают. Я так думаю, не ошибаюсь. Итак, что же происходит? Давайте с вами вспомним. 5-10 лет назад, 15-20 лет назад всегда в осенне-весенний период были вирусные инфекции. И мы как-то к ним спокойно относились. Это был или грипп, или какие-то еще остро какие-то ОРВИ. Мы знали, как с ними справляться, и как-то не было никогда какой-то паники, такой тревоги. Это было привычно. Ведь так же, я так думаю, все, наверное, это подтвердят. Дело в том, что мы все знаем, что каждый год вирусы меняются. Мы это тоже знаем. У них есть такая способность, они постоянно мутируют и постоянно меняются. И поэтому мы как-то даже не успеваем к ним приспосабливаться, и иногда даже доктора теряются, что же с тем или иным вирусом делать, как с ним бороться, а иногда и надо ли бороться. Дело в том, что вирусов очень много. Как ученые говорят, их более 100 миллионов вообще в мире. Оглянитесь вокруг. Дело в том, что вирусы вокруг нас везде и повсюду. Я даже такое сравнение могу сделать, как помните, коэнзим Q10, вездесущий. Вот то же самое вирусы вездесущие. Мы на них спим, там подушки, матрасы, там какие-то вирусы могут быть, вирусы, какие-то там паразиты, какие-то там еще, там вещи, это все, весь этот мир. Мы пьем воду, в которых могут быть там какие-то тоже там вирусы. Мы дышим воздухом, мы с продуктами питания можем какие-то вирусы к себе в организм тоже таким образом получить. То есть вирусы везде и повсюду. Но есть такая особенность у вирусов. Я сразу хочу сказать отличие вируса от бактерии. Мне сейчас Ольга Васильевна задала этот вопрос, чтобы было понимание. Самое главное, какое отличие? Дело в том, что вирусы, они не способны размножаться вне клетки. Вот когда они находятся вот везде вокруг, они находятся в форме пассивной. То есть они не приносят никакой, ну, и пользы могут не принести, и вреда. То есть никакого вреда для человека, для здоровья они не несут. А вот только после того, когда они попадают внутрь организма и попадают в нашу клетку, вот тут уже они начинают свои какие-то свойства проявлять. То есть они размножаться и могут жить в активной форме только внутри клетки. И поэтому они так стремятся проникнуть через наши верхние дыхательные пути и попасть внутрь организма и заселиться в какой-то клетке.
Вот это главное отличие. А сами бактерии, в отличие от вирусов, это уже настоящая клетка, и она может жить самостоятельно. Они бывают бактерии как полезные, так и вредные. Вспомните бактерии в желудочно-кишечном тракте. Мы знаем много полезных бактерий, которые способствуют лучшему пищеварению. Бактерии могут содержаться в слюнной жидкости и так далее. То есть это понятно, вот отличие вируса от бактерий. Это очень, очень так кратко. Итак. Легче как-то не стало. Легче не стало? Но такое отличие, такое отличие. Но вообще можно сказать, что бактерии – это вообще жители, которые живут в нас, это как бы наши жители нашего организма. Но они тоже могут, они же тоже бывают полезные и вредные бактерии. Есть полезная даже микрофлора, а есть вредная микрофлора в кишечнике. И при определенных условиях причина бывает вот какая-то, допустим, ослабление иммунитета, как иммунитет только ослаб, и тут же бактерии, они могут вызывать те или иные заболевания. То есть они могут быть как полезными, так и вредными. Итак, идем дальше. Дело в том, что и еще такой момент, я уже сказала, бывают пассивные, бывают активные вирусы. Но опять же, когда они попадают в нашу клетку, они там себя ведут тоже совершенно по-разному. Есть такой ученый, я его слушала очень так с большим интересом, который, как говорит, вот когда проникает в клетку вирус, первый, допустим, такой тип, и он начинает полностью ее перестраивать. То есть он уничтожает все белки, он полностью ее сжирает, уничтожает и продуцирует свои именно вот, свои клетки. И начинается заболевание, то есть идет уничтожение клетки. Это один такой момент. И второй момент, каким образом может повести себя вирус в клетке. Он просто-напросто встраивается в эту клетку, он меняет ее свойства этой клетки, но он ее не уничтожает. То есть вот есть два типа. То есть одни приходят как захватчики, уничтожили, сами заселились и начинают сжирать практически весь организм, что сейчас и происходит. А другие, они хотят жить, поселиться в нашем организме и жить долго и счастливо, если так можно сказать простым языком. Так, это вот известный вирусолог, профессор Агола. Я у него вот это выслушала, но я простым языком, совершенно на таком уровне объяснила. Там, естественно, намного это было сложнее. Еще такой момент. Дело в том, что ученые, они отмечают такую интересную вещь, что где много гриппа, если грипп, то места вирусу новому нет, новым вирусом не бывает. То есть вспомните герпес. Герпес – это тот вирус, который надолго поселился в нашем организме, и он не сдает свои позиции. Он и не вредит, если только иммунитет там ослаб, он тут же появляется, и мы его видим. А так он живет спокойно в нашем организме, он там хорошо обустроился, ему комфортно, и он себя хорошо чувствует. Дело в том, что по словам этого же профессора Эбола, он как говорит, что задача у вируса нет уничтожить своего хозяина, ему надо где-то жить, ему надо найти ту клетку, в которой он поселится и будет там развиваться, жить и свои свойства какие-то, или положительные, ну, или отрицательные, но, скорее всего, больше отрицательные для нашего организма. Это вот так, если очень просто. А теперь по поводу ковид. Что можно сказать? Дело в том, что... Людочка, давай мы сейчас чуть-чуть остановимся. Мне бы вот что хотелось, дорогие наши зрители, все, кто сейчас нас смотрит, пожалуйста, поделитесь в чате, как вы понимаете, что такое вирус, насколько он страшен. Ну, сначала мне было страшнее, когда ты объяснила, что такое вирус и бактерии, а сейчас я так думаю, ну, бактерии живут, ничего тут не сделаешь, да, как вот соседи, как вообще природа. А вирус можно не пустить.
И вот здесь вот важно, что не пустить. Напишите, пожалуйста, как вы понимаете, что такое вирус. Понимаете ли вы, что его не следует бояться, а нужно понимать, как с ним бороться, да, или как его не пускать. И, конечно, не забывайте делиться нашим эфиром, потому что эфир сегодня, дай Боже, эфир сегодня серьезный про вирус. Делитесь, ставьте лайки. Возможно, это кому-то спасет, может быть, даже жизнь, а может быть, облегчит состояние. Извини, пожалуйста, Людочка. Итак, мы сделали паузу. Итак, как я сказала, вирусов много, они постоянно мутируют, постоянно меняются. И вот сейчас уже 2 года, уже, по-видимому, 4-й сезон у нас COVID-19. Что можно сказать по поводу этого вируса? Это вирус не новый, он уже 50 лет, о нем уже знают ученые. Появился он в 1968 году, и уже ученые тогда уже его изучали, и свойства какие-то его знали. У него около 40 видов у этого вируса. И что можно сказать? Несколько фактов я приведу об этом вирусе, просто несколько фактов. Сейчас я покажу демонстрацию экрана. Во-первых, как он распространяется, чтобы было понятно. Все видно, демонстрация экрана? Слайд виден, да? Чтобы я понимала. Вот смотрите, передача патогенов человеку, пути заражения. Естественно, инфекция передается воздушно-капельным путем. Здесь я хочу уточнить, особенно при тесном взаимодействии людей воздушно-капельным путем передается. И, как правило, очень многие заболевают в семьях или в небольшом коллективе, когда идет непосредственное общение друг с другом. А вот когда на больших расстояниях люди, здесь риск заражения гораздо ниже. Потом инфицирование идет через воду, можно получить. Инфекция передается при контакте и через фекалии, то есть надо мыть руки, о чем всегда говорили. И инфицирование, которое попаданием патогенов в кровоток и ткани. Это когда уже удалось вирусу проникнуть внутрь организма. Это вот то, что касается, каким образом мы можем этот вирус получить, и он может каким путем попасть в наш организм. Далее. Здесь есть такая хитрость. Дело в том, что до такой степени они, вот такие хитрые эти вирусы, можно так сказать простым языком, оказывается, вот это название коронавирус, вы знаете, у него есть шипы. И вот эти шипы, они, вот эти наконечники каждого шипа, они имитируют молекулу полезного вещества. И молекула в организме человека, она принимает эти шипы за свои собственные рецепторы, и только попадает, вот, допустим, вирус, стоит ему попасть именно вот пути носоглотку в нашу, и он может его затянуть туда внутрь. Почему? Потому что он его считает за своего. Он просто имитирует. Вот так происходит заражение. Он очень просто может попасть во внутренние органы. Это один момент. Второй момент. Попав в клетку, он полностью захватывает над ней контроль, как я говорила. Вот как раз в чем опасность вот этого нового вируса, он не приспосабливается в этой клетке, как я говорила, а он начинает производить собственные копии, и он начинает уничтожать ту клетку, в которой он поселился. И начинается цепная реакция. В итоге клетка погибает, а носитель этой инфекции становится заразным. Вот в этом особенность, Уже 2 миллиона лет люди знакомы с вирусами, а вот этот вирус, он многих застал врасплох. И, к сожалению, люди пока не знают, как с ним бороться. Начинает проникать вирус, как я говорила, это с верхних дыхательных путей. А потом инфекция, она опускается ниже и добирается до легких. Сейчас я вам покажу, так, демонстрация экрана. Так, сейчас я вам покажу, еще у меня есть слайд. Вот смотрите, каким образом передается воздушно-капельным путем, контактно. Но здесь, когда он попадает внутрь, он альвеолы разрушает. Он разрушает альвеолы и желудочно-кишечный тракт, они как ворота инфекции. И идет мощное заражение. Потом внутри клетки, гибель клетки хозяина, как я сказала, он уничтожает клетки. Затем он разрушает легочный барьер, именно поражение идет именно в альвеолах вначале, потом вот этот легочный барьер он разрушает и попадает в кровоток. И вы помните, я показывала первый слайд, что через кровоток идет заражение человека дальше.
идет поражение других органов, это сердце, сосуды и так далее. И еще может самое страшное быть это мощное воспаление, когда иммунитет, он уже не справляется, и иммунитет ведет себя таким образом, что просто цитокиновый шторм наступает. И здесь может быть гибель человека, летальный исход. То есть это вот такие вещи, как он работает. Цикл жизни вируса: в организм попадает, клетку-мишень находит, проникает внутрь клетки, запускает свой механизм работы, уничтожает ее, потом он может выйти из клетки, заразить другие клетки хозяина и подавляет иммунные реакции. Это вот таким образом работает вот этот новый вирус. Что еще можно о нем сказать? Какие у него есть такие особенности у этого вируса? Ну, во-первых, начинается с кашля, как правило, кашель. Но это тоже как реакция, как организм выталкивает, вот эта симптоматика. А у многих даже нет кашля. То есть симптомы у всех разные, и у всех по-разному проявляется симптоматики и даже течение заболевания. Вот даже с кем общались, с кем я, допустим, лично общалась, и вы, думаю, у всех людей она по-разному проходит. Но здесь есть такое, опять же, коварство. Какое? Дело в том, что это заболевание может происходить бессимптомно. То есть человек, он уже в организм попал уже этот вирус, коронавирус, но никаких симптомов нет. Человек уже заболел, проявлений никаких нет, но при этом он уже заразен для других людей. И он, не зная даже того, не ведая этого даже, он может ходить и заражать остальных людей. Где-то по статистике говорят, один человек может заразить 4-5 человек. Вот представьте себе, какая цепная реакция может быть. Один из самых необычных симптомов – это потеря обоняния, вкуса, но она опять же не у всех бывает, у кого-то такие вещи тоже не происходят. И еще такой момент. Смертность от коронавируса специалисты где-то дают около 1-3%. Но сейчас, может быть, статистика немного поменялась, я где-то осенью смотрела. Но, к примеру, я скажу, был вирус МЕРС перед этим, у него была статистика 25% смертности. Поэтому, если судить по этому, можно сказать, что этот вирус не настолько коварен, и, в принципе, можно с ним как-то справляться. Несколько слов скажу по поводу маски. Об этом говорят практически все, и информации об этом много, но та информация, которую нашла я. Оказывается, как говорят специалисты, дело в том, что размер вируса на острие иголки можно разместить около 100 миллионов его копий. Представьте себе, насколько мала молекула вот этого вируса. И, естественно, никакая маска, она не сможет задержать этот вирус. Единственное, для чего нужна маска, это когда человек болен, для того, чтобы он не заражал других людей, потому что симптомы – это, как правило, кашель, а при кашле где-то миллиарды мельчайших вот этих капель слюны разлетаются, и представьте себе, сколько людей могут заразиться. Вот это, естественно, оправдано. Если человек болен, он обязательно должен носить маску. Есть еще такой момент, о котором я хотела сказать. Дело в том, что антибиотики здесь бесполезны, они не работают. Но они, как правило, не работают против любого вируса, в том числе, конечно, и против этого вируса. И вообще специалисты, врачи отмечают, что нет на сегодняшний день никакой лекарственной терапии, которая бы могла помочь человеку справиться и самим врачам справиться с этим вирусом. Врачи, они ищут методы, ищут всевозможные способы, и когда-то получается, когда-то не получается. На данный момент нет такой терапии, нет разработанных таких каких-то алгоритмов лечения этого вируса. Что, как правило, рекомендуют врачи в этой ситуации? Ну, несколько антибиотиков они рекомендуют. Этим самым они профилактируют антибактериальные всевозможные осложнения. Они сразу профилактируют. Плюс орбидол.
они и кроверазжижающие препараты. Сразу хочу сказать по этому поводу. Антибиотики, как правило, они не работают. На начальном этапе они совершенно противопоказаны, наоборот, могут навредить, и об этом я расскажу позже. То, что касается орбидол, у него механизм действия каков? Он работает на начальном этапе. Вот как только, значит, первые симптомы, и он может эту симптоматику убрать, и он может нейтрализовать вот именно вторжение этого вируса в клетку. Но здесь такая есть особенность, о которой я говорила, это бессимптомное течение заболевания. И вы сами понимаете, что можно просто-напросто этого человека не определить, он будет болен, и здесь орбидол бесполезен, и люди могут болеть. То есть и орбидол, он свою состоятельность не показал. То, что касается разжижающих, опять же, вот кроверазжижающих препаратов, да, по мнению специалистов, число летальных исходов при применении вот именно кроверазжижающих препаратов снижается в 1,5 раза, но при этом очень возросло количество внутренних кровотечений. Поэтому, получается, здесь с одной стороны идет помощь людям, с другой стороны идут побочные такие, которые тоже могут чреваты для других людей и могут быть летальные даже исходы в связи с тем, что может быть внутреннее кровотечение. То есть вот такие вещи. Еще что важно, как я уже говорила, идет мутация постоянно всех вирусов. Вот за это время вирус ковида, он уже мутировал более 14 раз. И за это время в общей сложности генетических модификаций вируса где-то уже насчитывается больше 1500. То есть за это время, представляете, сколько разных копий появилось и сколько уже раз геном этого вируса смог измениться. Это вот такая статистика. Так. Про процент я сказала это уже, что у МЕРСа было даже гораздо больше. Так, теперь что я хочу сказать? Про вирус я сказала. Хочу просто подвести такой итог небольшой. Какое понимание? Он бывает активный и пассивный. В клетке он по-разному может себя вести, но этот вирус клетку разрушает. И поэтому наша задача сделать все возможное. Для чего? Для того, чтобы не допустить проникновения вируса внутрь организма, чтобы остановить его на подходе. Вы знаете, наш организм – это единое целое. И можно представить, вот, допустим, как пограничные войска, вот наше именно вот горло наше, носоглотка, все это как пограничники. Они стоят на страже нашего здоровья, они стоят на страже нашего иммунитета. И поэтому всегда попадает, когда сюда любой вирус, здесь организм начинает активно бороться. А вот каким образом он может бороться и что в этом ему может помочь, и еще такая вещь интересная, что люди все по-разному болеют. Вот одни люди болеют в легкой форме, другие люди там болеют вообще бессимптомно, на ногах переносят небольшое недомогание, а есть люди, которые и в реанимацию попадают. А есть такие, конечно, и очень плачевные случаи, когда и летальные исходы бывают. И вот некоторые ученые, врачи задумались, почему это происходит. Почему все люди по-разному переносят те или иные вирусы, в том числе вот именно вот этот вирус. Вы, наверное, многие слушали лекцию одного доктора интересного, она гомеопат, интересно она давала очень такие свои взгляды, я со многими согласна с ее вот взглядами на здоровье человека и на вирусы, как с вирусами бороться. Но дело в том, что когда я ее послушала, мне стало интересно, что это за система, о которой она говорила. И я нашла эту систему. Эту систему разработал доктор, фамилия его Давыдовский, это советский патологоанатом. Это один из организаторов патологоанатомической службы в нашей стране. Это академик Академии медицинских наук. Он герой социалистического труда. И он прошел всю войну, он и хирургией занимался. И последнее время он занимался проблемами инфекционных болезней. И он еще занимался геронтологией. Наукой – это о продлении нашей молодости,
о продлении нашей жизни. И вот он вывел такие стадии здоровья. Я вам сейчас это покажу. Вот смотрите, что получается. Вот смотрите, стадия здоровья по Давыдовскому. Это именно этот ученый, он разработал эти стадии здоровья. И я сейчас покажу, почему, и объясню, почему я к ним обратилась. Вот смотрите, когда человек заболевает, да, вот здоровье человека, как оно определяется? Стадии здоровья, как он сказал, они у каждого заложены с рождения. Вот ребенок рождается, и уже определенные стадии здоровья у него есть. Первое, номер один, это условно кожа. Когда все выбрасывается на кожу. Что происходит? Мы живем в мире, где много вирусов, как я уже говорила. Мы спим на вирусах, мы пьем воду, где есть вирусы, мы едим пищу, которая не очень высокого качества. Естественно, попадают токсины в организм. Те токсины, которые не свойственны нашему организму, и организм старается от них избавляться. Первое, в первую очередь, как он избавляется, это через кожу. Это первое, что через кожу, это может быть аллергическая какая-то реакция, это могут быть какие-то высыпания, но через кожу идет избавление организма от того, что ему не свойственно, то, что не надо нашему организму. Второй этап – это слизистые, это наше горло, это нос, прямая кишка, наш желудочно-кишечный тракт, это стоматиты, это циститы всевозможные. То есть в нашей носоглотке, в наших слизистых, что бы ни случилось, какой-то вирус попал, какая-то простуда, тут же идет мобилизация. Даже слюна, она обладает антибактериальными свойствами, наша слюна. Это надо понимать. И не просто так, когда у ребенка болит коленка, мы там плюем на коленочку, там у кошечки боли, у собачки боли, не просто так. Это антибактериальное свойство, и это идет заживление. То есть второй этап – это наши слизистые. И через слизистые организм выталкивает. Что может быть? Это может быть воспаление миндалин, воспаляется миндалин. Это лимфа, наша лимфатическая система, тоже идет увеличение лимфосистемы и так далее. Третий этап – уничтожает все, что накопилось токсины через воспаление. То есть, когда воспалительный процесс начинается, когда поднимается температура у человека, это хорошо. То есть токсины попали в том количестве, когда уже не справляется наш организм. Через кожу он не может это вывести, он не может через слизистые это вывести. Что происходит? Тогда уже вот эти наши пограничные войска, это как я просто назвала, чтобы так это было условно и понятно, идет через повышение температуры, увеличение лимфоузлов, ангина начинается, гаймориты начинаются. Это все работа нашей иммунной системы. Все специалисты едины, те, которые занимаются фитотерапией, ароматерапией, которые занимаются именно человеком, оздоровлением человека, они все едины во мнении. Когда повышается температура, ни в коем случае нельзя сбивать. Особенно температура 38,6 – это правильный, грамотный иммунитет. Дело в том, что когда температура поднимается, вырабатывается наш естественный интерферон. Ничего не заменит, никакие извне интерфероны, какие-то еще иммуноглобулины никогда не заменят естественный человеческий интерферон, который выработает организм. Дело в том, что у каждого организм разный, у каждого у нас свои какие-то особенности. И организм человека, он защищает. Не может такого быть, чтобы организм бросил человека в беде. Организм будет защищать, он будет всеми силами выталкивать эти вирусы, эти какие-то бактерии, все, что может привести именно к гибели организма. И поэтому здесь вот эти три стадии, о которых я сейчас рассказала, это стадии здоровья. Это нормальная работа функциональной системы нашего организма. Когда вот эти все три стадии у нас работают, когда выделительная система работает, когда что-то попало, мы тот же вывели, когда на любое какое-то попадание вируса организм тот же дает ответную реакцию повышением, допустим, температуры, и острый период наступает, и потом идет оздоровление, он побеждает этот вирус естественными своими резервами, своими ресурсами. Это правильный, грамотный иммунитет, это стадии здоровья. И поэтому здесь очень важно эти три стадии здоровья сохранять. И почему важно не вмешиваться в эти стадии? Что мы делаем? Что-то на кожу у нас выбросилось, мы тут же замазываем, но тут же прибегаем к гормональным препаратам.
Далее, только слизистые где-то горло, нос, это то же самое, мы начинаем уже тут же какую-то терапию. Только температура, мы тут же начинаем ее сбивать. Страх. Вот этот страх присутствует, особенно у молодых мамочек, когда у них маленькие детки. Когда температура поднимается, они стараются сбить ее всеми способами, и, сами понимаете, теми препаратами аптечными, которые еще и принесут много побочных и могут очень навредить здоровью ребенка или там взрослого человека. То есть важно понять, что эти 3 стадии здоровья здесь надо не мешать. И вообще, по мнению специалистов, человеческий организм так устроен, что температуру он может переносить любую, идет саморегуляция. Да, бывают исключения, да, бывает человек по каким-то причинам может тяжело это переносить, всякое бывает, всегда есть исключения, а как правило, высокая температура – это хорошо. Теперь идем дальше. Видите, это все зеленым сделала, это наша гармония, это наш баланс, это наши резервы человеческого. Людочка, подожди, слушай, я хотела сказать вот что. Ты знаешь, вот, пожалуй, первый раз все это мы как бы что-то как-то читали, знаем. Интерферон 38,6, но никогда я не думала вот о том, что если высыпание на коже, если насморки, там горло и так далее, тем более температура, что это стадии здоровья. И это очень вдохновляет. Просто великолепно. Ребята, напишите, насколько это вас тронуло, так сказать, потому что когда у нас хоть что-то там появилось, он говорит, я заболела. Теперь я понимаю, я здорова, мой организм борется. Ну, конечно, при иммунитете. У нас появилась, сейчас я секундочку просто отвлекусь, наши, так сказать, участники нашей сегодняшней встречи, это Азербайджан, приветствуем вас, Украина, Шебекино, Новый Оскол, Орел, Липецк, Тамбов, Воронеж, Москва. Кого-то еще не назвала. Так, Шебекина сказала, это сказала. Кингисепп, наверное, здесь, конечно, всегда с нами Татьяна. Всех вас приветствуем. Спасибо большое. Новоуральск, Светлана Баданина. Ты знаешь, Люд, если будет вот какой-то интерес, Светлана Баданина – это доктор, который уже многие месяцы работает, в том числе и с этими проблемами, с ковидом. Да? Если будут какие-то вопросы к ней, мы ее попросим ответить, наверное. Ростов, Орел сказала, Любочка, привет, Наташа, привет всем. Вот. Но вот Азербайджан прямо далеко, красиво там у вас. Приветствуем вас с удовольствием. Так, Саратов, привет, Оля, Саратов. Угу. Да. Хорошо. Итак, это 3 стадии здоровья. Условие какое? Организм должен быть сильным. Да. Он должен бороться. То есть любой организм, если бы не было этих 3 стадий здоровья, мы бы просто не выжили. Мы бы умирали от попадания любого инфекции, любого вируса. У нас до такой степени сильная защита, мы даже сами этого не предполагаем. Очень сильная защита. Мы просто часто этому мешаем. Но об этом я скажу еще позже. Итак, идет 4-я стадия. Вы видите, цвет уже другой. Когда у нас зашлаковка идет, когда столько уже скопилось всевозможных там и вирусов, и бактерий, и вот эта зашлаковка вот идет, человек совершенно собой не занимается, накопление идет токсинов, и тогда уже что происходит в нашем организме? Вот тогда уже начинают страдать функции слабого звена. Это сердечно-сосудистая система. Начинает артериальное давление у нас прыгать, то есть появляются какие-то заболевания. А нам говорят, а чего вы хотите в своем возрасте, как правило говорят. А оказывается, причина – это интоксикация организма, это накопление токсинов. Идем дальше. Опять человек ничего с этим не делает, он с этим живет. Он начинает принимать лекарственные препараты, он начинает улучшать, как он говорит, как мне один знакомый сказал, я делаю профилактику. Я говорю, позволь, каким образом? Он говорит, я прокапал капельницу. То есть для него это профилактика. То есть он влил в себя еще больше какие-то синтетического какого-то препарата и еще добавил токсинов. Идем дальше. 5-я стадия. Токсины, они не уничтожаются, они находятся в организме, они не выводятся. Почему? Потому что накопление вот этих токсинов
Как правило, человек, по-видимому, и жидкости мало пьет. Я говорила на той лекции об этом, что вода необходима. И кожа не работает, слизистые у него тоже, они уже не срабатывают. То есть вот эта система, первые три, она у него уже не работает. Токсины, которые не уничтожены, что происходит? Доброкачественная опухоль. То есть эти токсины, их куда-то надо деть, и в организме организм начинает замуровывать их в какие-то наши ткани, в какие-то наши клетки. Он сам спасается внутри, начинает доброкачественная опухоль появляется в организме человека. И шестая стадия, вирусы и бактерии зашли внутрь клетки. О чем я говорила, в чем вот именно пагубное вот влияние именно коронавируса. Здесь надо как? Или замуровать внутри клетки, или же начинаются аутоиммунные процессы. То есть здесь уже идут серьезные заболевания, которые могут привести к онкологии. Вот это шестая стадия. И еще вот на шестой стадии, на пятой, практически у человека не бывает температуры. А чему бороться? А уже ресурсов у человека практически нет, внутренних ресурсов. Бороться нечем. Температура, некоторые говорят, ой, как хорошо, я переболел без температуры. Это плохо. Вот вирусологи, специалисты, я и Кожевникову послушала еще, Александру, все говорят, все вот специалисты говорят, острый период, температура для организма – это хорошо. И хороший иммунитет – это когда человек болеет там раз в 3 года, но болеет с высокой температурой, с острым периодом, и у него это все прекращается, и все, организм поборол. Это хороший иммунитет. То есть вот это надо понимать. Я к этой табличке еще вернусь. Почему? Потому что я ее не просто так сделала, и мы с ней еще с вами поработаем, с этой табличкой, как можно ее использовать. Теперь, что нам делать? Что нам делать? Хотя, сразу можно сказать, есть очень хорошая такая новость. Опять же, по мнению специалиста, вот тот же Давыдовский, которому можно доверять, это человек, который, ну, он вообще возглавлял наше Министерство здравоохранения одно время, был такой период. То есть очень человек такой, статус у него высокий в нашей медицине. И хорошая новость в чем? Дело и хорошая, и плохая. Дело в том, что существует два вида медицины. Есть медицина подавляющая и есть медицина регулирующая. Подавляющая медицина – это, как правило, когда только начинаются первые симптомы и пошли антибиотики, пошли гормоны, то есть организму совершенно не дают поработать, все подавляет. И есть регулирующее. Регулирующее – это что? Когда дают возможность самому организму справляться. И если он не справляется, тогда уже помогать. Это вот регулирующее. И вот оказывается, вот эту вот таблицу каким можно образом использовать? Человек из первой, второй, третьей стадии может благополучно перейти вот в эти стадии, в четвертую, пятую, шестую. Почему? Если он будет постоянно использовать подавляющую вот виду медицины, то есть медицинские препараты, если он не будет давать своему организму никакого шанса бороться самому, вырабатывать внутренний иммунитет, интерферон, чтобы вырабатывался, плюс он не будет собой совершенно заниматься, он может благополучно перейти сюда. И наоборот, если у человека серьезные уже проблемы, и мы таких историй много знаем, и он начинает серьезно своим здоровьем заниматься, оздоравливаться, то у него есть шанс вот из этой категории 4, 5, 6 перейти в стадию здоровья. Все зависит именно от самого человека, как у него будет настрой, а здесь такая вероятность есть. И я думаю, эта новость очень хорошая. Теперь давайте с вами поговорим. Каким же образом, что мы можем сделать для того, чтобы не мешать организму, а помогать? Но, естественно, здесь всегда приходит на помощь природа. Природа, ну, это продукт питания, это ювелирно, всегда красиво, мягко, оно всегда поможет нашему организму. Что здесь можно предложить? Ну, во-первых, это, естественно, ароматерапия. Мы прекрасно знаем, что мы живем в мире запахов. Запахи лечат,
запахи поднимают настроение. Даже посмотрите на животных. Они всегда, вот кошка, собака, они бегут в лес, ищут какую-то травку, и она им помогает интуитивно. Они сами знают, что им поможет. Какие масла выбора здесь могут быть? Давайте мы пройдемся прям вот как работает вот именно при вирусных инфекциях. Во-первых, противовирусные. То есть вирус попал в носоглотку, мы можем здесь помочь, противовирусные, помочь нашему организму, но помочь мягко. Это уже регулирующее, это не подавляющее, то есть здесь мы никак не навредим. Дальше, если вдруг вирус попадает внутрь, смог, здесь есть противовоспалительные, это антибактериальные эфирные масла из-за возможности проникновения вторичной инфекции. Мы можем профилактировать вторичную инфекцию, чтобы она не развивалась, чтобы этот вирус, он не смог уничтожить нашу клетку. Что происходит? Дело в том, что здесь идет поражение, когда у нас проникает вирус, он в первую очередь попадает в наши легкие. И здесь важно, что отхаркивающую и разжижающую мокроту, эфирные масла. Центральная нервная система большую роль играет, просто огромную роль играет. Естественно, здесь нам нужны масла, которые будут поддерживать спазм. В это время, когда идет интоксикация и головная боль, вот это все выкручивает, и здесь надо помогать снимать этот спазм, расслаблять мышцы, убирать головную боль. Здесь тоже на помощь нам могут прийти ароматерапия. И обязательно это насыщение кислородом. Дело в том, что недостаток кислорода – это разрушение легких, как я уже говорила, повреждение альвеол идет, и, естественно, уже кислородное голодание. Посмотрите, что могут делать наши эфирные масла. Это вот масла выбора. А теперь более конкретно. Сразу хочу сказать, вот эти все эфирные масла, я посмотрела вебинар Кожевниковой, и я эти масла выбрала те, которые она рекомендует именно при ковиде, именно противовирусные. Это специалист, который, я думаю, мы все ее прекрасно знаем. Она клинический ароматерапевт, она людей лечит эфирными маслами. Вот смотрите, какие самые сильные противовирусные эфирные масла. Это гвоздика, это масло тимьян, шалфей, мята, розмарин, эвкалипт шаровидный, подчеркиваю. Дело в том, что всего 2 вида эвкалипта на рынке, вообще в мире, которые работают таким образом. У нас в нашей компании это шаровидный. Вы знаете, нам очень повезло, что у нас такие эфирные масла, которые рекомендуют специалисты для лечения, для каких-то вот решения каких-то сложных проблем в организме. Они у нас все есть. Когда вот смотришь, какие они рекомендуют там по латинскому названию, это как раз то, что есть у нас. И это очень радует, и мы можем с спокойной душой использовать это сами для себя и рекомендовать своим близким и знакомым. И масло лимон – это те эфирные масла, которые противовирусным действием. Хочу сказать сразу, дело в том, что, конечно, их гораздо больше. Она просто сделала выборку наиболее эффективных по своему действию эфирных масел. Далее, какие антибактериальные? Вот антибактериальных масел гораздо меньше, чем противовирусных. Антибактериальные масла, вот красным выделены с наибольшей такой силой действия. Это чайное дерево, это масло опять эвкалипт, он и противовирусный, и антибактериальное. Это масло лаванды. Кстати, лаванда, я на прошлом эфире говорила, что у нас действительно лучшая лаванда в мире, это французская. Это лучшая лаванда, и она здесь работает. Масло мяты, опять же тимьян, который и противовирусный, гвоздика, видите, повторяется. Это каким образом можно работать? И противовирусные, и антибактериальные действия. Тмин и лимон. И что я хотела сказать про некоторые масла. Масло эвкалипт шаровидный. Почему она его рекомендует, и она особо о нем говорила. Он очень мягко работает со слизистыми. А здесь нам работать надо с легкими. А это очень мягкое воздействие, не раздражающее должно быть воздействие на легкие. Это снятие шоковой терапии. Иногда у человека действительно шок бывает, надо это убрать. И здесь очень важно, он может предотвратить именно оседание этой инфекции внутрь, в легкие. Эвкалипт на начальных стадиях. Это тоже очень и очень важно. И если вдруг инфекция попала внутрь, то он минимизирует воспалительный процесс в легких. Это все работа идет
именно эвкалипта. Еще очень важно, у него есть такое свойство, это насыщение кислородом легких. То мы тоже это видели, именно когда выбор был эфирных масел, какие же эфирные масла именно выбирать. Улучшает иммунитет, убирает застойные явления. И еще интересный факт, насколько эффективны, насколько сильны в работе эфирные масла. Вот я пример приведу. Есть стафилококки и так далее, это не касается коронавируса, но если взять, соединить и эвкалипт, и гвоздику, это получается сильнее антибиотиков аптечных. Это такая смесь получается. То есть очень интересно. Далее, здесь обязательно пихта. Но здесь пихты нет, я дальше о ней скажу. Так, антибактериальные, снимающие спазмы. Здесь тоже идет лаванда, шалфей, апельсин, фенхель, гвоздика, жасмин, роза, нероли, герань, ладан. Они повторяются иногда. Муколитические – это те масла, которые разжижают мокроту и выводят. Это очень важно. Опять эвкалипт. Вы знаете, она прям вот каким-то особняком поставила эвкалипт. Почему? Потому что он работает абсолютно везде. Абсолютно везде. Посмотрите, эвкалипт везде. А здесь он стоит на первом месте. Это разжижение мокроты. Масло фенхеля, масло тимьяна, масло пихты, мяты, лаванда, чайное дерево. Это же, представляете, какой арсенал, который нам может помочь профилактировать. На первых этапах это все убирать, для того, чтобы это не спустилось туда в легкие. А если даже спустилось в легкие, то очень мягко поработать очень и очень мягко. Мята, почему мята? Расширяет дыхание, и туда мяту рекомендуют вместе с тимьяном работать. Это при лихорадочных реакциях, когда температура повышается. Профилактика вирусных. Здесь можно композиции составлять. Лимон с тимьяном. Очень хорошо работает ладан, эвкалипт и лимон. Розмарин, гвоздика, мята, эвкалипт. Концентрации там, это все надо смотреть, насколько человек делает. Я эти рецепты такие давать не буду. Масло чайное дерево, что и антивирусная активность уменьшает количество вирусов. И что очень важно, чайное дерево идет стимуляция специфического и неспецифического иммунитета. То есть здесь еще идет работа на иммунитет. Очень важно работа с центральной нервной системой. Ладан. У нас есть прекрасное масло ладана, но у ладана очень много свойств. Очищает воздух, профилактика гриппа, простуды и естественной коронавируса, отеки снимает, эмоциональный баланс, успокаивает тревогу, тревожность бывает, это тоже очень важно, снять вот это психоэмоциональное напряжение, мышечную боль снимает. Вот как раз я говорила, спазмы. Вот надо заниматься. Вот как раз ладан этим тоже занимается, мышечную боль снимает. И также работает и лаванда, практически как и ладан. То есть вот представляете, сколько у нас эфирных масел, которые могут нам помочь. Еще нельзя забывать о наших смесях. Вот посмотрите, поддерживающие функцию еще центральной нервной системы. Вот разве можно с таким огромным арсеналом не победить какую-то инфекцию? Да это же просто нереально. Вот то, что поддерживает функцию центральной нервной системы. И здесь еще, конечно, респира, это дыши. Это просто уникальная такая смесь, которая помогает в настоящее время, которая и при стрессе, при бронхиальных проблемах, и увеличивает объем легких. Это очень-очень важно. Кстати, когда вот мы проводили недавно круглый стол с нашим доктором Нехорошковой Ольгой Владимировной, я пришла, и все, кто приходили, она мерила сатурацию. Прям сразу раз. Я вам скажу, 99,9, практически 100%. И я думаю, я никогда не мерила, я думаю, это результат того, что каждый день мы дышим, мажемся, и что-то еще принимаем внутрь помимо этого. Посмотрите, какое количество эфирных масел может нам помочь поддерживать функцию центральной нервной системы. Еще что важно, центральная нервная система, это же вот когда обоняние теряется, это же тоже влияние идет на центральную нервную систему. Но здесь я вам хочу сказать, что не повреждается обонятельный центр, не повреждается, то есть не надо бояться, и обоняние, как правило, у людей восстанавливается. А у нас можно помочь восстановить еще обоняние, это масло базилик.
прекрасное масло, которое именно в этом направлении работает. Чем еще можно помочь человеку? Это, конечно, фитотерапия. Есть ароматерапия. Давай мы сейчас чуть-чуть остановимся на эфирных маслах. Да. Потому что когда человек набирает, допустим, в интернете в поисковой строке эфирные масла, то там разнообразие огромное. От 30 рублей, я не понимаю, каким образом может быть натуральное эфирное масло 30 рублей, если флакончик пустой, который мы покупаем, стоит от 50 до 70 рублей. Каким образом еще эфирное масло может столько стоить? Но я хотела сказать вот о чем. Прежде чем выбрать эфирное масло, потому что мы говорим о Вивасане, это швейцарское качество, это компания Эликсан Ароматика. Мы знаем лично производителей, мы пользуемся этими маслами уже более 20 лет. И мы говорим об этом, что их можно, они работают действительно. Но прежде чем купить что-то или выбрать, обязательно посмотрите сертификацию, ну, хотя бы насколько это возможно. А вообще важно все, начиная от сырья, который в Швейцарии относится очень тщательно, выбирая его, производство, технологии, рецептура, температура, при которой готовится. В общем, там очень много таких вещей. И если вы хотите действительно быть ну, абсолютно уверенным в том, что вы покупаете и что это поможет, то, конечно, обращайте внимание на все. Наши масла эфирные вы можете заказать, обратитесь к людям, которые вас пригласили, и поверьте, они суперэкономичны, суперэкономичны. Мы сейчас говорим об этих маслах, только несколько проблем мы затронули, да? А проблем там огромное количество и в качестве скорой помощи и прочее. Поэтому, покупая одно масло эфирное, ты будешь, они очень концентрированные, очень надолго их хватает. То есть будьте осторожны при выборе эфирного масла. Приходите к нам, Вивасан гарантирует. Извини, Да, пожалуйста, но да, надо было сказать. это очень важно. Кстати, я об этом бы и сама сказала. Почему? Потому что нас могут слушать люди, которые не знакомы с ароматерапией, могут пойти в аптеку, что я не советую ни в коем случае категорически делать, просто категорически. Самое опасное, что на любом масле может стоять, даже написано 100% натуральное масло. И это правда. Дело в том, что любое масло, которое сделано из сырья, оно натуральное. Но здесь, как сказала Ольга Васильевна, очень много параметров, которые отличают качественное масло от некачественного. А вообще на рынке специалисты говорят, что где-то всего 3-5% всего настоящих эфирных масел, которые обладают терапевтическим действием. Поэтому очень аккуратно, осторожно к этому относитесь. Масло эфирное, с ним надо обращаться на «вы» и выбирать правильного производителя. Так. Там еще, помнишь, когда говорил и Сильвио Фигели, это производитель нашей Швейцарии, и наш президент Томас Гётрид говорили одну важную вещь. Любое эфирное масло, даже если там в спирте есть несколько капель, но любое эфирное масло пройдет через все слои кожи и достигнет клетки. В этом плюс и в этом минус. Потому что если это все мы поглощаем, то хорошее масло, да, оно помогает без побочных эффектов. А масло, которое плохо очищено, либо сырье было не очень качественное, оно становится просто опасным. Да, поэтому надо здесь относиться к этому вопросу с осторожностью и выбирать, если вы хотите пользоваться эфирными маслами, еще раз повторяю, выбирайте качественные масла и производители выбирайте. Так, а теперь продолжим. Итак, про ароматерапию мы сказали. Там огромный арсенал, огромная линейка. Я не все эфирные масла показала, которые могут работать в этом направлении. Почему? Потому что все-таки это рекомендации, но есть еще индивидуальный подбор. И может быть человеку какое-то совершенно другое масло, которого не было на слайдах, оно ему будет помогать. Поэтому здесь, опять же, все индивидуально. Что еще может человеку помочь? Это фитотерапия. Что у нас есть? Вот я прям начну, вы, наверное, зрительно помните вот эти все 6 какие там вот по здоровью, этапы здоровья нашего и болезни. Вот с чего надо начинать? Надо начинать укреплять наш организм. Это
желудочно-кишечного тракта. Я прям выделила. Это артишок, это ультразащита печени, это куркумен, это артишок, холин и так дальше, и флоромакс. Я это отдельно выделила. Почему? Потому что очистка организма, восстановление иммунной системы начинается с работы желудочно-кишечного тракта и печени. Зашлаковку можно убирать и нужно убирать. У нас для этого есть замечательные продукты. Я просто хочу такую вещь сказать, насколько мудры наши люди. И вот не просто же так пост, я вот всегда думаю. Вот люди там несколько раз в году пост бывает. Для чего? Для того, чтобы очистить наш организм от токсинов. Это и духовное начало, и физическое начало. И люди просто об этом забывают. А раньше люди об этом задумывались. И очищение организма шло. И вот я вам рекомендую обратить внимание вот на эти продукты. Это здоровье. Как раз вот эти 3 стадии, они помогут это поддержать прекрасно для того, чтобы человек не перешел в 4-ю стадию и дальше. Теперь далее. Хочу отдельно сказать про продукт «Забота клетки». Это продукт просто бесценный. Недаром же ученому дали Нобелевскую премию именно за сам процесс, за сам механизм действия, который он исследовал. Здесь есть такое понятие, как аутофагия. Аутофагия, что это такое аутофагия? Это в 60-х годах 20 века открыто было это понятие. Это, если простым языком, можно сказать, аутофагия – это способность клетки избавляться от поврежденных белков, от всевозможных ненужных веществ и таким образом бороться с негативными последствиями старения организма. То есть пример. Вот такой есть анекдот. Помните анекдот, когда переселились муж с женой в новый дом, жена смотрит на соседа, говорит, какое у нее грязное белье. Раз смотрит, второй раз смотрит грязное белье, а потом 3-й раз смотрит, говорит, ну вот, наконец-то научилась она стирать. Муж говорит, а я стекло помыл. Вот то же самое происходит, вот аутофагия. Когда мы принимаем этот продукт, он просто утилизацией занимается, он убирает из наших клеток все отмершие, больные клетки, все ненужные. А на место, вот когда освобождается место, на их месте нарождаются новые клетки. Естественно, происходит процесс омоложения. Естественно, вот это старение организма, она как-то приостанавливается. И вы знаете, вот по исследованиям ученых, это очень хорошая профилактика заболеваний, очень многих заболеваний. Поэтому обратите внимание на этот продукт. Он должен быть где-то с определенного возраста, там после 40 лет, курсами его принимать. А вот в этот период заболеваний коронавирусом он прекрасно подходит как для профилактики, так и для восстановления организма после заболеваний. Потому что вы знаете, что раз поражается клетка и может поражаться следующие клетки, следующие органы, их надо обязательно восстановить. Омеги. Без омега-3 здесь никак не обойтись. Омега-3 обязательно. Есть Витал Плюс у нас лосось, есть масло лосося с крилем. Кто слушал мою лекцию про витамин D3, витамин D3 здесь в обязательном порядке. Содержится он у нас в чернике, содержится в витаминах «Бодрость на весь день». И еще есть Viva-K2 продукт, но я его здесь не показала. Дело в том, что острая нехватка витамина D3, как я говорила, в организме на 15% повышает вероятность развития тяжелой формы коронавирусной инфекции. Что еще важно, почему надо обращать внимание на витамин D3 вот в этой ситуации? Как профилактику, во-первых, можно использовать, и при заболевании рекомендуется. Что делает витамин D3, по мнению ученых? Усиливает врожденный иммунитет, укрепляет клеточный иммунитет и поддерживает функцию легких. Представьте себе, вот это триединое действие, он просто незаменим в этой ситуации и как профилактика, и как лечение. Что еще важно, вот идет вот врожденный иммунитет, здесь он не дает проникать вот этим вирусам туда внутрь, он их уничтожает уже здесь, именно в носоглотке. Вот это очень важно, очень важно. И еще я вам говорила про цитокиновый шторм. Это очень серьезное последствие, это очень серьезно. В чем серьезность состоит? Дело в том, что вот именно цитокиновый шторм
может быть у любого человека, независимо от возраста, независимо от иммунитета, независимо от хронических заболеваний. Ученые не могут понять причину, почему это происходит. А вот витамин D3, он как раз именно работает против цитокинового шторма. Он его может каким-то образом профилактировать. И это очень важно, потому что после вот этой инфекции, очень такой серьезной, очень часто бывает летальный исход. Очень часто бывает летальный исход. И, естественно, поддержка функции легких, что очень важно. Объясни, пожалуйста, что это за шторм такой, потому что я даже слова не очень понимаю. Что это значит? В чем это выражается? Что такое цитокиновый шторм? Это идет проблема в работе иммунной системы. Наш иммунитет срабатывает таким образом, что как цепная реакция идет, и идет разрушение органов. Идет разрушение органов. То есть сам иммунитет вот так начинает работать. И никто не знает причину. И дело в том, что некоторые говорят, что это, как правило, бывает у людей с хроническими заболеваниями, у такого уже возрастных людей. Но у меня здесь знакомая моя клиентка, ее муж перенес. Он был в реанимации в очень тяжелой форме, но он выздоровел. Он выздоровел, тоже она брала очень много нашей продукции, она и для детей, и мы с ней прямой эфир вместе проводили как-то с этой девочкой, она умница. То есть это очень серьезно, это именно сбой идет в иммунной системе. То есть мы сейчас говорим о профилактике в основном, да? Не только профилактика. Эти продукты, про которые я говорю, они работают и на профилактику, и на восстановление, и во время заболевания некоторые продукты. То есть эти продукты, которые использовать можно постоянно, вот именно смотреть по ситуации. Мы же прекрасно знаем, если даже человек переболел, мы ему обязательно назначим очистку. Здесь артишок надо, печень, надо убрать интоксикацию, с этого надо начать. Надо убрать интоксикацию, потом надо организм подпитать, надо дать энергию, надо дать силы, посмотреть, какие органы у него более слабые, их поддержать надо. Здесь большая работа, и эта работа, люди должны понимать, это на год, а может быть и более. Только тогда человек может получить результат. Далее идем, что необходимо про витамины. Я сказала, там и витамин D3 содержится, и витамин С, ацеролы, и антиоксиданты. Антиоксиданты нам необходимы. Антиоксиданты – это и зеленый чай, таблетки, и масло гранаты, капсулы. Только сразу хочу сказать, зеленый чай можно детям маленьким, уже с 2-летнего возраста. То, что касается масла граната, вот капсул, это только для взрослых. Там фитоэстрогены есть, поэтому ни в коем случае детям нельзя. Людочка, ну вот когда смотришь, да, вот если мы понимаем сейчас уже, с чего начать, что я уже пропила, что мне еще нужно попить. А если человек, у которого не было, допустим, вивасана, или он сейчас выбирает из всего вот этого многообразия, тут думаешь, так, и сколько же это может стоить вообще-то? Здесь хорошая новость в том, что наши цены немного, ну не все, так сказать, не намного дороже, чем аптечные препараты, а иногда даже дешевле. Но биодоступность у наших продуктов в несколько раз выше. То есть, если в аптеке какой-то препарат хороший, оригинальный, нужно купить, чтобы активное вещество достигло, да, тебя насытило 3, 4, а то и 6 упаковок, то здесь хватает одного флакона. Это первая экономия. Ну, я чуть-чуть коммерчески, ладно? Следующий пункт. И надо сразу все. Надо выбрать для себя, ну, как бы я это выбирала. То есть то, что я понимаю, где у меня слабое звено. Печень не обсуждается, желудочно-кишечный тракт не обсуждается. Артишок, флоромакс там или что-то в этом духе. А дальше либо сосуды, либо суставы, либо почки, вот что-то надо выбрать. Но мне кажется, все-таки вот на всякий вот такой крайний случай, что должно быть в аптечке, прям вот стоять оно должно быть, потому что может спасти или остановить. Это, конечно, экстракт грейпфрутовых косточек, да? Бузина? Я хочу поделиться своим. Да. Своим. Вот, давай. Что я делаю? У меня всегда дома, ну, во-первых, у меня продукция вся, сразу хочу сказать, и я пользуюсь ею очень активно. Ну ладно, хватит хвастаться. Людям, у которых ее мало, сейчас жаба начнет давить. Но я вам хочу сказать, могу поделиться чем.
Очень важно. Почему еще не злоупотреблять антибиотиками? Я вот и про косточки скажу. Я просто это опять же из своей практики. Представьте себе, если нет необходимости в антибиотиках, вы принимаете, как бы, вы знаете, между делом, чтобы ничего не было. И иногда даже без рекомендации врача. Мы все прекрасно знаем, что на антибиотики идет привыкание. А теперь другая ситуация. У вам действительно необходим будет антибиотик. А чем вам будут помогать? Бывают разные ситуации, реанимация, и когда человека надо спасать. И вот даже по этой причине я никогда не рекомендую злоупотреблять антибиотиками, потому что он работать не будет. Почему врачи по 3 антибиотика сейчас рекомендуют, назначают? Они не знают, какой сработает. Особенно касается детей. Поберегите детей, поберегите их здоровье, им еще впереди жить, у них впереди еще вся жизнь. Это один момент. Второй момент, то, что касается витаминов. Даже человек, если в реанимации, ему тоже нужны силы. Да, там ему будут капать всевозможные. Опять же, я историю вот из практики. Была такая ситуация, когда человек был в тяжелом состоянии, очень тяжелом состоянии, был в реанимации, и к жене этого человека подошел начальник реанимации отделения и сказал, если бы это был мой родственник, я бы ему обязательно купил вот такие витамины, которые внутривенно капаются, капельницы. Дело в том, что этих витаминов вообще в городе не было. Удалось с большим трудом их купить, я поняла, они совершенно не востребованы. И жена писала расписку, потому что это никак не подходило под стандарты лечения. И я хочу сказать, все сработало. Эти витамины тоже помогли человеку, силы мобилизовали, потому что это все тоже очень важно. А теперь что делаю я? У меня в аптечке дома всегда есть бузина, всегда есть косточки. Но, естественно, все остальное у меня тоже присутствует. Почему бузина и косточки? Это мое мнение, это я это всегда делаю. Как только первые симптомы какого-то заболевания, любого вируса, неважно, вот только первый озноб какой-то появился, первые вот какие-то вот признаки пошли, я беру бузину, развожу в горячей воде, капаю туда косточек, могу капель 30 капать, такую концентрацию высокую, и вот этот флакон бузины я пью в течение, где-то через 2-3 часа, в течение дня и на следующий день. Я вам хочу сказать, день-два от вашей вот простуды якобы от этих признаков не останется и следа. Почему? Дело в том, что косточки грейпфрута – это природные противовирусные продукт природного происхождения, который очень хорошо работает и мягко работает. Плюс это и антибактериальным свойством обладает, и противогрибковым, и противопаразитарным. Видите, какой спектр действия у него широкий. А бузина выводит интоксикацию, очень хорошо справляется с этим. А что важно на начальном этапе? На начальном этапе это обильное питье. Всегда рекомендуют все специалисты, все врачи, как только заболеваете, пить. А пить надо воду горячую, ну не кипяток, конечно, но горячую. А здесь горячее обильное питье, бузина выводит интоксикацию, плюс противовоспалительный эффект, плюс поддержка почек, плюс она работает с мышцами, если где ломота, может быть, и что угодно. И то есть можно день-два это все вывести. Поэтому вот интоксикацию я вообще не довожу до заболеваний, я стараюсь это все на корню пресекать и сразу на начальных этапах это убирать. Это мой опыт личный, я так делаю. У кого-то могут быть другие, у каждого у нас свои рецепты. Здесь еще что я могу сказать, на что внимание обращать, это коэнзим Q10, если это сердце, обязательно поддержать, и нигенол. Почему нигенол? Я говорила, что могут быть аутоиммунные какие-то процессы. Нигенол как раз будет профилактировать аутоиммунные все. Плюс, естественно, для центральной нервной системы это релаксин и релакс. То есть я выбрала самое-самое необходимое. Обратите внимание на рисунок внутри. Вы видите, как микробы пробираются на эту стену и как сражается наш организм со всеми вирусами и другими микроорганизмами, которые нам не нужны. И организм делает все возможное для того, чтобы сохранить свое здоровье. Это вот то, что... Так, слайды у меня все. Так, теперь, что я хотела сказать? В принципе, уже в завершении. Я вернусь вот к этому слайду, последнему, и хочу подвести итог. Очень важно понимать, что вообще здоровье, оно в наших руках. Так можно сказать простым языком. И
человеку по силам, если нет, конечно, каких-то там исключительных, каких-то там, ну, серьезных заболеваний, может быть, врожденных, может быть, еще чего-то, а если вот брать среднестатистического человека, то вполне возможно сохранить свое здоровье. При этом, что очень важно понимать, не надо мешать своему организму. Он прекрасно справится и без вмешательства. Ему надо помогать. Если по каким-то причинам он не справляется, тогда только подключать уже какие-то уже аптечные препараты, и то по рекомендации врача. Так, Ольга Васильевна. Ты так резко прямо закончила, что прямо вот неожиданно даже. Так было хорошо, так хорошо все слушалось, да? Ну что, дорогие друзья, пожалуйста, я еще вижу, тут Кыргызстан у нас. Где нас сегодня смотрит достаточно много людей. Тема настолько все-таки очень животрепещущая, что как бы мы говорим мы или не говорим о ней, она интересует всех. Скажите, пожалуйста, здесь очень много вивасановцев, да? Что у вас есть в аптечке, дома, в домашней аптечке из вивасана на всякий случай, да? Потому что... Так, сейчас я просто смотрю. Малина, пишет Юля Сафонова. Здорово, да, и малина, и чеснок, и вообще много. Все то, что нам бабушки и мамы учили, ничего не отменяется. Это все само собой. Юля, на Вивасане вырастила сына без таблеток, даже при ветрянке, да, знаем. Обильное питье выводит токсины, Светлана Баданина. Пить, пить и пить. Хоть воду, хоть морсы с клюквой, брусникой, смородиной. Помните, пить, пить и пить, в этом фильм замечательный был. Добро пожаловать или посторонним вход запрещен. По-моему, этот, когда Евсегнеев говорил, да? Посмотрите на вон том отряде. У тебя худые все, бегающие, а там вот что не день, то 100 грамм, что не день, то 100 грамм, а то и 150. Поэтому пить, пить и пить. Я могу добавить, Ольга Васильевна, можно я добавлю? Да, конечно. У нас одна доктор наша, она как говорила, им в институте, когда преподавали педиатрию, говорили, каждый ребенок должен пить, потеть и писать. Все. Да, правильно. Это выздоровление. Так, вот от доктора. Можно 30 секунд, Ольга Васильевна? Ага, сейчас, секунду. От доктора еще от Баданины. Да, поберегите детей, не толкайте сразу аспирин и его аналоги и антибиотики. Сейчас все дают все без разбора. Угу. Вопрос тут от Ирины. Людмила, сами будете прививаться? О вакцинации все уже начали говорить. Да, Дачка Панарина, вы хотели сказать что-то? Да, я хочу напомнить вам всем, друзья, что Людмила сказала про слизистые, нашу носоглотку. И я просто хочу заострить на этом внимание, что входными воротами для любых вирусов инфекции являются именно слизистые нашей носоглотки. Поэтому не забывайте промазывать слизистые носа, выходя из дома. Для этого может быть бальзам альпийские травы, либо смеси на базовом жирном масле, эфирные масла добавляем. Какие эфирные масла? Там и в моих лекциях очень много, Людмила говорила. Вот, это уже лично, индивидуально, в зависимости от возраста. Но самое главное, не делайте очень концентрированные смеси. Эфирные масла довольно-таки хорошо работают, и концентрация должна быть небольшая. Большая концентрация только в очень острых моментах, и то очень коротко по времени. И дальше уже переходить на менее концентрированные. То есть слизистые носа постоянно должны быть промазаны. Причем уже много раз я вот сейчас сталкиваюсь с тем, что люди приходят и жалуются, не могу понять, что происходит утром. Ну, простите, высмаркивается очень много всего, а не болеет человек. Вот может быть как раз и сухость из-за отопительного сезона, и плюс попадание инфекции на слизистую.
здесь обязательно. Даже на эмульсикалендулу мы делали смесь с эфирными маслами. Вот срабатывает очень хорошо. Вот этот момент сейчас очень острый, и чуть ли не каждый день этот вопрос возникает. Вот. Там еще говорили, спасибо, Татьяна, говорили еще о том, что сейчас сухой воздух, а при сухом воздухе вирусом вольготнее себя чувствовать, поэтому нужно увлажнять воздух, если я правильно поняла то, что я там... Я могу добавить, я хотела бы один рецептик дать для профилактики. Дело в том, что обо всем сказать нельзя было, сокращала как могла всегда. Татьяна, спасибо. Мы это все делаем. Да, сейчас. Вот смотрите, очень хороший рецепт для профилактики. Берем мед, где-то грамм на 100, и обогащаем эфирными маслами. Какие масла можно использовать для этого? Эвкалипт с мятой. Можно соединить эвкалипт и мяту вместе. Можно туда чайное дерево. Лимон с апельсином, потому что цитрусовые, они как-то все совмещаются. Мята, розмарин. Фенхель можно сделать отдельно. Но здесь рекомендуется не все масла смешивать. Можно моно сделать смеси. Взять несколько баночек и вот эти сделать смеси, и вот этот мед употреблять внутрь. Это очень хорошая профилактика. Но здесь важно, не надо дозировку большую делать. Где-то на 100 грамм меда, где-то 3 капли только рекомендуется. И поэтому смотрите, рассчитайте, может по 50 даже грамм. Там лимон, апельсин добавить по капельке, там можно где-то чайное дерево, где-то добавить фенхель. Это очень прекрасная будет профилактика вот этих всех вирусных заболеваний. Я еще хочу добавить, что нужно уделять внимание не только слизистой носа, но и слизистой, то есть полости рта. И поэтому у нас есть прекрасный продукт эликсир для полости рта, который очень удобно использовать и на зубную пасту, или вы просто приходите домой и пополаскиваете, или тут же также используете эфирное масло. Это очень хорошая защита. Ой, простите, мы можем еще часа на 3. Да, точно. Я хотела сказать, вот про нос все сказали, про горло. Потому что вот здесь с самого начала, и Томас Гётрич сразу он говорит, горячее питье и полоскание горла, чем просто горячей водой. Простите, добавить можно про горло? Я не стала как-то подробно, потому что иначе это очень долго бы было. Да, правильно, полоскание, и даже детей учат, рекомендуют детей учить полоскать горло, иногда даже набирать. В первую очередь рекомендуется с содой. Это и Гусаков об этом говорил. Почему сода? Сода, она разрыхляет, она дает возможность для лучшего проникновения потом и эфирных масел, и других. Вот вначале содой, а потом уже любым эфирным маслом капать. А если на соду капнуть чего-нибудь и сразу как бы размешать? Или на соду. То есть сода, она помогает лучшему проникновению здесь. Ну, здесь можно рецептов море рецептов. Самое главное именно не дать возможности вирусам проникнуть туда, а проникают они в первую очередь, это пути, это наша носоглотка. Здесь как угодно. Можно я добавлю? При поражении легких, при коронавирусной инфекции очень хорошо работают ингаляции. Обычный чайник, да, допустим, с горячей водой, с содой и эфирными маслами. Быстро работают, 2-3 раза в день делать. И еще для профилактики, поскольку сейчас все-таки обязательное такое ношение масок, прежде чем одеть маску, пару капель эфирного масла на нее. Ну да, или идет работа с бронхолегочной системой. Ну что, дорогие мои, кто-то вот написал, тут не видно, к сожалению, чье это имя, видимо, то, что есть в аптечке. Грейпфрутовые косточки, можжевелый мед, и что-то такое, азетка. А что такое азетка? Не очень поняла. Я тоже там список написала, что у меня в аптечке. Ага, так, сейчас. Грейпфрут, чайное дерево, можжевеловый сироп, нигенол, бузина. Конечно, все масла, крема, тимьян и можжевеловый. Да, здорово. Вы знаете, я хотела сказать сейчас пару слов о цене, сейчас надо уже заканчивать, конечно. Понятно, что качественный продукт не может быть дешевым, но все, кто работает или знает, или пользуется нашим продуктом, знают, что это абсолютно доступная цена
совершенно недорогая по вот нашему этому уровню цен сейчас и аптечных препаратов и прочее. Ну и я уже говорила, за эту цену еще очень долго и для всех, и очень качественно. Есть еще один хороший момент. Когда мы говорим о том, что надо купить и одно, другое, третье, пятое, десятое, кажется, ой, ну ой, это же очень дорого. Но, ребята, мы сейчас живем все-таки в необычное время. На самоизоляции нам тратить особенно некуда. Ну, ЖКХ, конечно, распоясались, тут деваться некуда, нам приходится платить. Но в основном новые тапочки в дом, обувь не стирается сильно, новое платье, ходить особенно некуда. И сейчас даже в Доме моды сказали, что самый непокупаемый товар из модных товаров – это вечерние платья. И самый покупаемый – это спортивная одежда и домашняя такая одежда, уютная одежда, скажем так. Поэтому особо тратить некуда, даже в транспорте мало ездим. Куда еще тратить? Кроме собственного здоровья больше и некуда. Свое и своих деток. Спасибо большое всем. Мы, как всегда, старались покороче, но Людмилу можно слушать вообще просто не останавливаясь. Еще одно сообщение какое-то. Сейчас я посмотрю что-то. Самое дорогое здоровье как никогда актуально. Даже это точно. Нам столько раз говорили, что здоровье самое главное, как-то все это понятно было. Вроде как я понимаю, но пока не приспичило. Сейчас мы все поняли. Мало того, что собственное, мы еще поняли, что даже вот на другом конце света желаю, чтобы все были здоровы. И это абсолютная правда. И следующее, спасибо огромное, Людмила, спасибо всем участникам. И судя по тому, насколько активна сегодня была аудитория, и нас сегодня смотрели, наверное, самое большое количество людей за вообще вот все наши вебинары. Тема эта очень яркая, она будет у нас лежать на нашем, не на нашем сайте, а в YouTube-канале нашем, ЗКБВ, «Здоровье, красота, благополучие». Вы можете посмотреть, у нас там уже огромное количество полезной информации. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, пожалуйста, не забывайте нам как-то писать хотя бы вопросы, подписывайтесь на наши новости и ждем вас в следующий понедельник, вот в будущий понедельник. Это будет Татьянин день. Наши Татьяны готовят нам какую-то интересную информацию. Но я так думаю, что это будет еще такое полуразвлекательная и полезная, конечно, встреча, потому что это будет и имя Татьяна, и все, что связано со здоровьем, не только Татьяны, а всех остальных. И если у вас остались вопросы, задавайте их, мы с удовольствием ответим на них, наши профессиональные консультанты ответят. И если вы хотите сейчас, сегодня заказать что-то из продукции, пожалуйста, пишите или звоните тому человеку, кто вас пригласил. И будьте, конечно, здоровы. Оставайтесь здоровы и не забывайте, что если не будем жадничать, то будем здоровее. Вот сейчас экономия во вред. Спасибо всем огромное. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. До свидания.